В сегодняшнем уроке я расскажу вам про систему motion пассов, про то, для чего в риге используются фолликулы волосяные, а также еще некоторые нюансы по икашкам. Итак, давайте первым делом займемся motion пассами. Значит, motion пассы у нас находится в меню constraint, motion пассы. Давайте сразу его вынесем сюда. И следующим делом давайте создадим кривую. Кривую я создам со стандартными настройками, то есть обрезетил. Давайте создадим какую-нибудь такую произвольную кривую. И теперь создадим куб. Ну, куб только у нас будет прямоугольный. И приблизим его к началу, допустим, сюда, к началу нашей кривой. Так, и, значит, смотрим, что такое motion пассы. Вот у нас куб, вот у нас кривая. Выделяем куб, кривую, нажимаем Attach to Motion Pass. Вот, куб у нас развернулся в сторону кривой. И теперь, если мы проиграем анимацию, то куб у нас будет двигаться по этой кривой. Значит, что сейчас произошло? Это в данном случае работает нода Motion Pass. То есть, если мы выделим сейчас объект, зайдем в него, здесь откроется нода, отвечающая за такие вот движения и привязки к кривой. То есть, с помощью этой Motion Pass ноды мы можем делать всякие самолеты, вертолеты, там другие летающие объекты. Ну и не только это. Думаю, вы сами можете придумать, что можно делать с помощью этих вещей. Там, ту же железную дорогу, к примеру. Значит, какие настройки бывают у Motion Pass? Первым делом, вот это проключеванное значение. То есть в данном случае у нас, когда проигрываешь анимацию и двигается наш объект от начала до конца, то есть у нас кривая здесь начинается, здесь заканчивается. Вот как раз вот этот вот параметр, он и отвечает за движение нашего объекта и за его анимацию. Поэтому давайте нажмем второй кнопкой мыши, зайдем в ноду, которая отвечает за анимацию. То есть это у нас анимационная нода, здесь хранятся ключи. Зайдем в Graph Editor, Windows, Animation, Graph Editor. И нажмем Select на всякий случай, чтобы точно это она выделилась. И вот, мы можем видеть кривую, которая отвечает за движение куба, прямоугольного куба по нашей траектории. То есть, что это значит? Значит, у нас в начале куб плавно разгоняется, то есть мы можем видеть это по кривой. Дальше он двигается равномерно, и в конце он плавно тормозит. То есть это зависит, конечно же, от тангенсов. Можно поставить тангенсы линейные, и он будет всегда двигаться с одной скоростью. Мы можем видеть, что у нас всего лишь 30 кадров. То есть за 30 кадров у нас куб уже достигает конца своей точки. То есть это случилось по той причине, потому что когда мы назначали Motion Pass, у нас на таймлайне было 30. Ну, если мы здесь выставим 60, конечно, ничего не изменится. Здесь нужно было выставлять 60, когда мы назначали. Ну, исправить это дело мы можем. Мы можем вот этот крайний ключ просто вместо 30 вот здесь вбить 60. И теперь будет наш куб двигаться медленнее. Давайте закроем. Посмотрим, какие есть настройки. Значит, это у нас это вектор нашего объекта. В принципе, здесь ничего такого интересного нет. Нас больше интересуют вот эти значения. То есть иногда, вот сейчас куб, он довольно, ну, как бы, он правильно разместился на кривой, а бывает, что может разместиться вот так. То есть, ну, там от некоторых параметров это зависит. Поэтому здесь есть специальные поправочные твисты, с помощью которых мы можем, как нам нужно, вращать и выставлять наш объект. Можем его сделать как хотим, чтобы он двигался. Можно вообще это здесь заанимировать. Например, поставить здесь ключ set-key и поставить ключ в 60 кадре. Ну, только уже провернув наш объект на 360 градусов.
на 360. Ну, скорее всего, и так уже поставился здесь ключ. Давайте Set-Key еще раз нажмем. И вот теперь, когда он у нас будет двигаться, он будет от 0 до 60 делать полный оборот на 360 градусов. То есть такие можно делать интересные вещи. Также давайте здесь оборвем connection. Посмотрим, что значит галочка bank. Значит, это у нас лимит по вращениям. То есть если галочку ставишь, ну не только лимит, а вообще вращение, то теперь наш объект при повороте, при входе в поворот, вот, например, когда он входит в крутой поворот, он будет вот немножко накрениваться. Вот если мы так посмотрим, видно, как здесь он более-менее ровно идет, ну слегка поворачивает, а где круто, он уже начинает накрениваться. Ну, типа как катер или как истребитель. А это всего лишь значение, на которое он будет максимально отклоняться. Например, на 180 градусов. Если поставить, он теперь будет на 180 градусов отклоняться. Ну и scale этого значения, то есть можно увеличить. Соответственно, поставите здесь 360, будут срабатывать уже кватернионы, то есть эйлеровские вот эти все проблемы, он будет прокручиваться очень быстро влево-вправо. Поэтому здесь сами думайте на ваш выбор. В вашей анимации какие способы для вас подходящие. Так, что еще можно делать вообще интересного, кроме обычных полетов истребителей? Давайте я создам новую сцену, чтобы быстрее было. И нарисую ту же кривую, но только уже чуть менее кривую. Какую-нибудь вот такую. И давайте посмотрим, что можно сделать еще интересного. То есть мы не обязательно сюда мы можем использовать там истребители и вертолеты. Здесь также можно использовать джойнты для нашего рига. То, в принципе, зачем мы это все сейчас изучаем. Давайте создадим joint, create joint, поместим сюда и привяжем его. Напоминаю, чтобы привязать объект кривой, ну как именно сделать маску, то есть это у нас вот магнитик и кривая, он вызывается клавишей C. Для этого нужно, чтобы объект был близко к кривой, он довольно некомфортно привязывается, но это можно сделать. Вот, все, мы поставили сюда joint, значит, выделили joint, выделили кривую, нажали Attach to Motion Pass и запускаем анимацию. Значит, вот наш joint летает. Но нам на самом деле сейчас не нужно, чтобы он у нас летал. Нас интересует совсем другое. Нас интересует, чтобы он стоял на месте. Давайте зайдем, выделим joint. Вот он выделен уже. То есть открою здесь, чтобы видно было. Зайдем в его ноду Motion Pass и уберем ключ, ну, чтобы он не двигался. Все, теперь, так как мы анимационный ключ убрали, анимации нет, он не двигается. Может двигаться только если я захочу вот здесь вбить какое-то число, и тогда в таком случае он будет двигаться. Но для того, чтобы использовать вот это значение вручную, лучше поставить галочку Parametric Length. То есть это немножко будет по-другому использовать Motion Pass значение, то есть он будет брать из параметризации кривой. Ну, это долго рассказывать, это из NURBS системы, но так намного легче. То есть, хотя не сказал бы, что здесь стало намного легче. Давайте маленькое какое-то значение попробую поставить. 0,1. Хотя странно, вот эта галочка как раз она и служит для того, чтобы здесь можно было побольше значения ставить. Соответственно, уже 0,02 он будет вот так двигаться. 0,01. Так. Ну, в общем, сейчас проблема не в этом. Мы можем это исправить. Для этого нужно сделать ребилд кривой, чтобы большее количество TV, control вертексов этих появилось здесь. И тогда можно будет здесь более комфортно это все дело двигать. Нам сейчас это интересно. Давайте продолжим. Значит, одну кривую мы уже привязали.
То есть теперь, если, например, мы выделим CV вот здесь, то, видите, joint уже будет наша кость. Он будет летать за кривой. Давайте привяжем остальные джойнты. Можно прям сразу скопировать этот и сразу его привязать. То есть теперь joint в joint, вот их два. Давайте зайдем в Motion Pass 2. Также здесь обрубим все. И уже тут поставим значение мало. Надо галочку поставить. Так. Вот такое. И теперь у нас два уже джойнта на кривой. И также будут они слушаться, если мы будем двигать наши CV. Давайте сейчас по-быстрому остальные подобавляем. Так, break connection. Ну, это можно на глаз приблизительно делать. Давайте дальше задублируем. Сделаем то же самое и с этим. Ну, еще, думаю, 2 штуки, и, в принципе, достаточно. Так, и давайте еще один. Ну, этот будет уже проще. Здесь можно просто его до конца довести. Не знаю, какое там значение ему. 0,4, 0. 0,6, думаю, пусть будет. Это как раз, я думаю, хотя не, 0,5 тоже. 0,5. Ну, пусть будет 0,5. Вот, все, теперь у нас все джойнты распределены на кривой. И если я двигаю какой-то из контрол-вертексов, остальные джойнты, как вы можете видеть, двигаются тоже. Но они двигаются вот так вот приятно, передавая информацию соседним, ну, то есть через кривую. Значит, зачем нам это нужно? Существует несколько методов использования этого. То есть, вот, например, у нас в данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6 джойнтов, да? Но мы можем упростить работу аниматору, и чтобы, например, как если бы мы делали без кривой, чтобы не делать на каждый joint нам Ctrl-C, и потом аниматор будет анимировать все это дело вручную, двигая отдельно каждый контроллер, тратя время, мы можем просто некоторые промежуточные контроллеры удалить и использовать в 2 раза меньше количество контроллеров для примерно того же эффекта в анимации. Как это сделать? То есть как привязать вот эти контроллеры к нашей вот этой построенной системе? Вот, ну, они у меня немножко по высоте смещены, но не страшно. Для этого нам помогут кластера. Значит, кластера у нас находятся в меню Deform. Вот кластер. Давайте пока назначим кластера. То есть, что делают кластера? Кластера позволяют управлять вот этими CV, не заходя под объекты. То есть, не выделяя вот так их постоянно, вот так вот, и не двигая. То есть, достаточно просто использовать кластер. Давайте назначим его. Назначим кластер на вот эти первые 3 CV. Выделим наши CV, зайдем в меню, нажмем кластер. Вот, у нас назначился первый кластер. Вот он у меня сейчас в данном случае выделен. И он появился в аутлайнере. Теперь, когда я двигаю, у нас двигаются вот эти 3 CV, и, соответственно, за ними двигаются джойнты. Давайте дальше. Теперь нам нужно создать кластер вот для вот этого участка кривой. Не обращайте внимания, что я опять выделяю CV, на который уже был назначен кластер. В этом и вся фишка. Сейчас будет назначен второй кластер, и он распределит веса между предыдущим
и новым 50 на 50. И вот этот вот CV, он будет просто плавнее, ну, плавно двигаться. То есть, если этот будет стоять на месте, то вот этот кластер будет его двигать всего лишь на 50%. То есть, ну, в 2 раза слабее. Давайте выделим 3 вот этих средних CV. Зайдем сюда, нажмем кластер. Вот. Значит, и теперь, если этот выделим, вот так. Ну и осталось то же самое проделать у нас вот с этой пачкой CV. Deform, кластер. Все. Теперь, если двигать кластера, у нас двигается набор джойнтов. Ну и, соответственно, поворачивается тоже. Вот. Ну а теперь мы уже можем к этой системе добавить наши контролсы. То есть выделили, ну, давайте сейчас сделаем freeze transformation, значит, выделим наш control, выделим кластер и нажмем просто parent constraint. То есть можно это делать и другими способами, но самый простой это через parent constraint. Вот у нас в кластерах посоздавались constraints. Все, теперь если мы двигаем эти контролсы, то за ними также плавно двигаются и несколько джойнтов. Можно на самом деле захватывать и большее количество вертексов, тогда будет более плавнее. Также мы можем использовать в 2 раза большее количество джойнтов, не обязательно всего лишь тут 6 штук. Можно использовать их там 15, но все равно продолжать двигать именно используя 3 контролса. Значит, какие ограничения вообще, какие минусы в этой системе? То есть вы это можете использовать в разных системах риггинга, то есть это можно и в позвоночнике для персонажа использовать, это можно использовать в некоторых лицевых анимациях, например, губы, там верхняя губа или нижняя губа, да, и мы там двигаем, и там плавно где-то еще передвигаются губы тоже. Вот. Ну, какие минусы всего этого? Минусы такие. Если мы, например, будем вращать, то у нас путем parent constraint передаются данные на вот эти вот джойнты, да? И если мы вот так будем вращать, то есть все передаются данные, все вроде как вращается. Но есть небольшая проблема. Если мы будем вращать вокруг своей оси, как бы так, особенно если здесь будет у нас кривая ровная, ну то есть она прям идеально ровная, и вы прям будете пытаться вращать вокруг своей оси, вокруг оси вот этой кривой, то у вас, к сожалению, джойнты, они будут стоять на месте. Ну, то есть сейчас я продемонстрирую, я сдублирую джойнт и положу его в иерархию вот сюда. И теперь смотрите, по идее, вот да, все работает. Но если я сейчас попробую повращать, вот так хорошо видно, вот так. Вот, смотрите, видите? Проблема в том, что joint этот, он все равно стоит на месте. Ну, то есть не только вот этот, а вот этот тоже. И это нужно будет исправлять немножко другими способами, которые будут тоже в дальнейшем рассказаны. Это вот такие вот существуют ограничения этой системы. Ну, почему? Потому что у нас кривая, по сути, что такое кривая? Это множество точек, то есть огромное количество точек, бесконечно малые, в пространстве, да? Ну, соответственно, точка не имеет объема, и, конечно же, вокруг своей оси вы ее вращать не можете. Вот такая вот система. Значит, чтобы исправить этот недочет, существует способ, подобный способ, с использованием волосяных фолликул. Давайте это все возьмем в группу, спрячем, чтобы не путаться. И давайте сейчас посмотрим, как работает система на волосяных фолликулах. Давайте создам plane и добавлю ему полигонов.
Можно его искривить, но представьте, как будто этот плейн у нас такой же кривой, как вот эта кривая. То есть я думаю, не обязательно его кривить сейчас. Все, и теперь перейдем в режим FX, то есть в режим создания спецэффектов. И здесь у нас есть Enhair, Create Hair. Зайдем в его настройки. Значит, сейчас, если нажать Apply, мы можем видеть, как у нас создались волосы. Ну, никакой анимации нет, потому что там динамику еще нужно еще настраивать. Но сейчас, в данном случае, вот у нас созданы локоны. И из всего этого, всей этой конструкции нам нужно только волосяные фолликулы. То есть вот эти красненькие штучки, из чего растут волосы. Поэтому все остальное мы удаляем. Это мы все можем удалить. У нас остаются только вот эти волосяные фолликулы. И давайте посмотрим, как они себя ведут, если мы покрутим наш меш. А ведут они таким образом. Если мы крутим меш, то волосяные фолликулы всегда смотрят перпендикулярно плоскости, то есть перпендикулярно полигонам. Вот видите? Соответственно, если сюда добавить joint, давайте добавим сюда joint, create joint, раз, два, вот он. Давайте уберем его с иерархии, вот так. И теперь опять вернемся в outliner. Теперь, если добавить его сюда, вот он. Ну, к примеру, вот сюда его прям кинуть в иерархию. А этот кинуть в иерархию этого. И теперь каждому посоздавать по джойнту, как мы тогда делали, чтобы наглядно было, вращается или нет. Вот. И теперь давайте покрутим. Покрутим наш меш и посмотрим. Вот. Теперь, если мы вращаем меш, то joint, который находится в своей фолликуле, он тоже вращается. И не только, конечно, вокруг своей оси, но и также в других направлениях. Тоже, зачем нам это нужно? Ну, представьте себе, что у нас вот таких вот джойнтов, тут, например, на 15 штук, на каждую из волосяных фолликул. Ну, соответственно, вы же не будете это все вручную, да, анимировать. Тоже для этого достаточно всего лишь использовать, к примеру, 2-3 кости, ну, там, 3, например. Раз, два, три. Вот. И давайте увеличим их в размере, чтобы видно было, что они отсюда, ну, как бы, что это другие. Вот. И назначим скин. Ну, то есть, чтобы джойнты управляли мешем. Скин. Назначен скин. Так, я, значит, Create Hair Options закрою. Давайте чуть-чуть подправим скин. Здесь слишком слабое влияние. Здесь тоже чуть добавим. Ну, теперь засмузим тут. Засмузим здесь. Вот. И теперь, если я буду вращать как-то этот набор джойнтов, ну, это не обращайте внимания, это огреха скина, то у нас, всего лишь используя 3 джойнта, ну, или сюда можно повесить контролы, используя 3 контрола, грубо говоря, вот у нас через скин и через волосяные фолликулы работает большое количество костей. Давайте все же, чтобы вы не путались, что здесь происходит, я побольше подобавляю. Ну, не буду все 15 штук, но вот чуть побольше. И, значит, этот сюда, этот сюда. Этот у нас и так уже добавлен. Этот сюда и этот вот сюда.
Да, все правильно. Ну вот теперь, если я буду здесь вращать, то видите, у нас вот так вот получается красота. Да. Ну, соответственно, конечно же, плавность этого всего зависит от того, как вы там скин настроите. То есть можно здесь больше подобавлять сглаживание, там кисточкой попроходить. Думаю, это и так все понятно. То есть это сейчас у нас как обучающий материал, и поэтому этого достаточно. Вот. Так вот эта система работает. В принципе, это то же самое, что и здесь. Но теперь с помощью этой штуки можно еще и вращать. Как я уже сказал, это может использоваться для создания позвоночника, там для змеи той же, для создания крыльев птицы. Представьте себе, что вот это вот основная кость крыла птицы, а это перья, которые прикреплены, да, и теперь просто поворотом края кости у вас красиво машутся перья. Ну, это как один из примеров. Вот, значит, первое это использование кластеров, второе использование волосяных фолликул. Здесь нету какой-то системы, которая лучше, которая хуже. Я просто вам показываю инструментарий и показываю разные способы использования этого конструктора. То есть это как конструктор. У вас есть какой-то инструментарий, а как вы уже построите логику или как это все у вас будет работать, это уже за вами. На самом деле существует еще несколько способов, и я уверю вас, что не один, для того, чтобы сделать подобные системы лучше, интереснее. Вот, ну, зная несколько таких, вы какие-то другие можете и сами попробовать разработать. Вот, давайте еще сегодня мы посмотрим на наши ик-хендлы. Что в них такого есть интересного? Давайте создадим быстро такую, можно сказать, ногу, как мы делали на первом уроке. Вот. И на нее я быстро назначу ик-хендл стандартный. Ну тут сразу скажу, motion pass закрою, сразу скажу, здесь ничего у нас такого прям интересного нету. То есть у нас есть всего лишь твист в настройках, который вместо полвектора поворачивает колено. Ну, то есть это то же самое, что полвектор на самом деле. Ну, можно это делать здесь. Но в данном случае, конечно же, полвектор нода будет намного удобнее. Как сюда ее привязать именно какой-то объект? То есть создаем куб. Например, если куб... Делаем так, что если куб, например, двигается вправо, у нас твист будет, к примеру, там минус 45, да? Если куб двигается влево, то твист будет плюс 45. Вот таким образом, используя вот этот твист, мы можем заменить полвектор. Но это кому как удобно. Давайте покажу. Вот наш куб. Не обязательно его ставить в колено. Мы будем использовать всего лишь его перемещение. И давайте я вам еще раз, значит, расскажу про Driving Key систему, как она работает. Зайдем в раздел Animation, Key, Set Driving Key. И зайдем в само меню Driving Key. Значит, это окошко у нас драйвер. Это то, что будет главным, то, чем мы будем управлять. Нажмем Load Driver. Вот наш куб. То есть нам нужно сейчас значение Translate Z. Вот они у нас меняются. То есть вот Translate Z. А наш ик-хендл, мы его добавим в раздел Driven. Ну, то, что будет управляемое. И здесь у нас есть вот наш твист. Ну, то есть вот он. И он также и здесь есть. Все, теперь первым делом давайте объявим для нашего куба и для нашего ик-хендла, что мы хотим их соединить с помощью Driving Key. Вот выделили здесь, нажали Key. Все, появилось вот здесь
голубая вот такая вот привязка. То есть это означает, что мы используем driving key. Пока ничего еще двигаться не будет. Теперь нам нужно задать границы. То есть, по сути, это рычаг. То есть мы двигаем куб в одну сторону на какое-то значение, и другой объект должен на это значение повернуть или переместиться. Давайте мы будем двигать куб. Если мы будем двигать куб влево на значение 0,1, то наш IK-handle при этом повернется на значение 45. Вот. И нажмем key. Все. Мы обучили систему. Система теперь будет слушаться так, как я и сказал. То есть, когда мы куб двигаем, вот он, сейчас он в нуле, давайте 0 поставим. Вот мы начинаем его двигать, и колено плавно начинает вращаться. То есть у нас здесь значение плавно начинает приближаться к 45. Вот. А теперь давайте все то же самое сделаем в обратную сторону. Опять вернем все на 0. И теперь мы сделаем в отрицательное значение. Минус 0,1. Там было плюс 0,1, а здесь минус 0,1. И если у нас куб будет вправо сдвигаться на минус 0,1, значит в этом случае вот этот твист, он у нас будет поворачиваться на минус 45. То есть это всего лишь задатчик. Если куб двигаем сюда, значит здесь вращается настолько. Все, и нажимаем key. Все, теперь нам это уже не нужно. Осталась одна небольшая помарка. Все, теперь если мы двигаем этот куб, то вот он доходит до нуля. И дальше слушается отрицательного значения куба. Теперь опять доходит до нуля, и теперь слушается положительного значения куба. Но давайте откроем, посмотрим, как это выглядит в граф-эдиторе. То есть driving key это вообще... Почему он называется driving key? Потому что мы передаем данные с помощью ключей. То есть с помощью анимационной кривой. Давайте посмотрим как. Вот наш driving key здесь назначенный. Перейдем в него. И по сути, как мы можем видеть, это обычная нода кривой, анимационной кривой. Выделим ее и зайдем. Я с помощью сочетания клавиш Alt-G, это мне так удобно работать, зайдем в граф-эдитор. И вот наша кривая, которая отвечает за driving key. Значит, вот это нулевое значение. То есть в данном этапе, когда куб стоит в нуле. Если мы куб подвигаем в положительном направлении, то у нас значение начнет меняться вот в положительном направлении и дойдет до угла 45. То есть, когда вот у нас, значит, куб, когда куб достигнет значения 0,1, колено повернется на 45. И, соответственно, в отрицалке то же самое. Когда куб достигнет по translate z значение 0,1, минус 0,1, у нас твист повернется на минус 45. Здесь удобно тем, что можно менять быстро эти значения, как хотим править, куда попало, менять тангенсы, что как раз и нужно здесь сделать, потому что у нас, ведь нам нужно, чтобы вот здесь все четко передавалось, чтобы не было такого, например, вот если мы, допустим, сделаем вот так, да, а здесь сделаем вот так, то, соответственно, он будет, двигаться не так, как мы предполагаем. Он будет ускоряться, потом тормозить и так далее. Соответственно, в данном случае нужно, чтобы здесь это все было линейно. Значит, это такой способ использования полвектора или твиста. Такую же систему driving key вы можете использовать в любых других системах. Давайте я вам покажу еще один интересный способ работы с IK, а именно IK Spline Handle. Create IK Spline Handle. То есть у нас есть обычное, а есть вот такое. Сейчас посмотрим, зачем оно нужно. Значит, это довольно интересный инструмент. В основном его используют для создания позвоночника, шеи, для животных, иногда и для человекоподобных существ. И сейчас мы рассмотрим пример, как будто мы делаем риг позвоночника, допустим, собаки. Давайте начнем с того. Сейчас для начала переведем юниты в сантиметры. То по умолчанию метры стояли. Вот начнем с того, что мы создадим скелет, именно позвоночник, как будто это у нас
собачий позвоночник. Ну, давайте сделаем ровное. Я думаю, так достаточно. Значит, вот это у нас таз собаки, то есть сюда крепятся задние лапы. Это промежуточные кости позвоночника, а это у нас уже грудной отдел. То есть, по сути, дальше это уже должна идти шея. Ну, а здесь от этого последнего джойнта должны идти ключичные кости лап и дальше передние лапы. То есть пока мы разговариваем только о позвоночнике. То есть когда делаются подобные риги позвоночника, как раз берется основной позвоночник собаки, дублируется, и сам риг делается на дубликате. Ну, то есть, по сути, у вас будет два рига. Вот так, один на одном. И уже к рабочему ригу будут прикреплены лапы, там голова, хвост. А именно позвоночник вы будете делать вот на таком, как бы на дубликате. Потому что у нас, если мы сделаем не на дубликате, у нас могут быть какие-то искажения. То есть, когда мы сейчас назначим echo-handle, он залочит нам некоторые атрибуты. И для того, чтобы никаких проблем не возникало с обычным нашим скелетом, который потом в дальнейшем пойдет в движок, мы используем промежуточный. Значит, давайте сразу назначим сюда create EK spline handle и посмотрим, чем он отличается от обычного EK. Раз сюда, два сюда. То есть, ну, может быть любое количество костей. Значит, у нас сейчас создалось набор. Это сам EK handle и кривая. В принципе, из названия понятно, spline. Значит, кривая может как создаваться автоматически, в данном случае она автоматически создалась, так и можно здесь в настройках убрать галочку Auto Create Curve. Тогда кривую нужно будет создать самому, просто нарисовать с помощью CV Curve Tool, CV Curve Tool. Вот, то есть, когда нам нужна кривая с определенными своими какими-то параметрами, мы ее рисуем сами, и когда мы назначаем spline, без галочки он там спрашивает, выделите еще в нужный момент кривую. Вот, это важно, почему? Потому что иногда требуется, чтобы кривая создавалась вот с такими вот CV в нужных местах. Ну, то есть не где попало, вот как здесь, а именно четко в местах сочленения, то есть местах суставов. Вот. И поэтому в таком случае можно, конечно, попробовать сделать, ну вот сейчас, например, она создалась не совсем в суставах, если мы выделим, да, то есть оно немножко не там. В таком случае, конечно, можно перейти в режим работы с кривыми вот здесь и добавить или удалить нужные нам CV. Например, чтобы добавить нужную точку, мы можем перейти не в TV, а в Curve Point, зажать мышку, поставить вот сюда и зайти в режим, ну не в режим, а в раздел Curves. И здесь у нас есть Insert Node. Вот, и теперь появилась у нас наша CV, ну, немножко не в том месте, где хотелось бы, но тем не менее. Вот, а это, например, мы можем удалить, просто делитом. Также давайте здесь то же самое сделаем. Поставили сюда, то есть как я еще раз показываю, не Control Vertex, потому что Control Vertex это именно работа с ними. Наша кривая состоит из множества точек на пространстве. И вот надо перейти в режим Curve Point, это именно как просто выделялка. И сейчас опять мы сделаем Insert Node. И теперь уже только переходим в режим Control Vertex, смотрим, где что добавилось. То есть, ну вот она приблизительно добавилась. А эту давайте удалим. И вот эту тоже давайте удалим. То есть сейчас так получается, что у нас здесь CV и здесь CV довольно близко находится рядом с суставами. На самом деле это можно делать и по-другому. Здесь, точно не помню, есть такой как режим, можно сказать, привязки, чтобы уже когда наши CV создавались, они уже были прям четко в нужных местах. По-моему, это можно делать при создании, как раз вот именно при ручном создании кривой. То есть мы не будем сейчас сильно заморачиваться по этому поводу. Вы можете
поклацать, понастраивать, вот, например, вот эти настройки и так далее. То есть самое главное, что сейчас у нас создалась кривая с более-менее нужными нам параметрами. Значит, чем вообще интересный Cast-Spline, вы могли заметить, когда я двигаю CV, двигаются наши кости. Здесь тоже. Но какой минус есть у всей этой конструкции? Например, смотрите, если я выделю вот этих две первые CV, да, и повращаю кривую, например, вот так, да, ну или вот так, то видите, все вращается. То есть можно эти тоже выделить. Вот, все как бы вращается. Оно сглажено, конечно же, но все вращается. Но проблема самая большая у Icast-Spline, что мы не можем эту всю конструкцию вращать вокруг своей оси. Ну, потому что точка, это же, по сути, является как бы точка в пространстве. То есть она, по сути, как она не существует. Она бесконечно мала. И мы не можем точку вращать вокруг своей оси. То есть, ну, она точка и есть точка. То есть здесь мы просто вращаем две точки относительно какого-то центра вращения, а точки эти просто перемещаются, по сути. То есть, ну, так крутанули, и они просто переместились в свои места. А вокруг своей оси нельзя, потому что, ну, и так как здесь ось почти ровно, им некуда просто перемещаться. Мы вращаем там, они как бы топчутся у себя на месте. Сейчас будем разбирать, как нам делать риг, чтобы все вращалось в нужных местах. Давайте я быстро замоделю куб, какую-то простую геометрию. Не только куб, а вообще просто простую геометрию, которая будет нам наглядно показывать, что происходит с нашим ригом. Давайте сделаю места сочленения суставов. Как раз это то место, где у нас mesh разделен ребром. Ну, так, я думаю, достаточно. Обнулим здесь все, зафризим. И, конечно же, накинем skin. Skin, bind skin. То есть теперь, если мы подвигаем control вертексы, соответственно, за ним будут двигаться и наша геометрия. Значит, давайте также, так как мы уже начали делать геометрию, быстро сделаем контролы, да, которые мы будем, с помощью которых мы будем это все дело двигать. То есть у нас будет контрол вот здесь. Сейчас я его разверну. Он будет двигать этот сустав. Дальше у нас будет здесь контрол. Он будет вот так двигать этот сустав. Здесь внимательно смотрите, чтобы оно точно попадало в суставе. Это, конечно, не обязательно прям так важно, но для точности конструкции желательно. И последний контрол, это у нас будет самый главный. Вот как-то так. То есть это тот controls, который будет перемещать всю нашу конструкцию вообще по планете. Значит, все, создали, пусть пока это все дело вот так вот висит, а мы, значит, перейдем в ноду IK-handle, посмотрим, из чего она состоит. То есть, ну, конечно, она, да, мы уже поняли, состоит из кривой, которая вот она. Давайте зайдем в саму IK-handle ноду. Ну, это стандартные, в общем, трансформ ее значения. На самом деле они нам не интересны. Куда более важнее это раздел IK Solver Attributes. То есть здесь у нас есть несколько параметров, которые нам интересны. Ну, первый, это мы не будем IK Blend рассматривать, это для IK бленда, например, рук или ног. Нам это пока не нужно, мы это не рассматриваем. Давайте вот с этих начнем. Значит, offset это мы можем вот перемещать наш объект, ну, весь наш скелет по кривой от начала до конца. Где это может использоваться? Например, самое простое это, если мы делаем какого-то персонажа или змею, у которой язык прячется во рту, да, и чтобы этот язык не плющить скейлом, то есть не масштабировать как-то там, а чтобы он по-настоящему вылазил из глотки, мы можем внутри сделать набор костей, который будет повторять у нас позвоночник змеи, к примеру, или ящерицы, да. И даже когда змея будет сгибаться, она будет сгибаться вместе со своим языком внутри. А когда нужно будет, этот язык будет вылазить по направляющим. Это один из вариантов. Но, конечно, змеиный язык легче делать attach to motion пассом, который мы рассматривали в прошлый раз.
будет более качественно. Ну, этот способ тоже может кому-то пригодиться. Ну, ладно, offset это на самом деле самая менее интересная здесь вещь, он нам не очень понадобится. Дальше рассмотрим более интересное. Это roll. Он вращает всей нашей конструкции. То есть, ну, по сути, вращает самым первым джойнтом, а за ним, конечно же, повторяет его вращение все остальные. Так как они все у нас, эти джойнты, они у нас находятся в иерархии, да? Вот эти все. Соответственно, если первый вращается, вращаются и другие тоже. И твист. Твист у нас, видите, более интересен. Он как бы вращает с такой прогрессией, да? Он вращает весь риг, но с каждым последующим джойнтом идет в 2 раза угол больше. И получается, вот можно в спиральку закрутить. То есть это уже более интересно. Это у нас тип твиста. Здесь можно из интересных выставить вот эти вот значения. И они нам говорят, что здесь будет у нас крутиться, а что не будет крутиться. Ну, думаю, нужно поиграться просто с разными настройками, чтобы понять, чем они отличаются. То есть можно поклацать, и вот уже видно, в чем между ними разница, где удаляется кусок, а где нет. Вот, например, видите, сейчас в таком режиме первый ряд джойнтов, вот этот, видите, он стоит на месте и не вращается, да. Здесь наоборот. Вот этот кусок у нас плотно закреплен, то есть, видите, здесь он, ну, как бы ровная поверхность, тоже никаких вращений нет. Ну и это erase in out, это одновременно и здесь практически, ну, как бы меньше поддаются вращению, то есть немножко надо изучить. Давайте пока здесь линейер поставим. И рассмотрим еще более интересные настройки, это Advanced Twist Controls, именно те, которые нам реально больше важны, чем вот эти. То есть эти тоже интересны, но не так. Давайте поставим галочку и сразу перейдем сюда ниже. Значит, здесь самый нам интересный на данном уроке режим — это Relative. То есть это такой режим зависимости, как можно уже с названия понять, когда нам как раз и нужно, чтобы наш весь риг двигался с помощью вот этого главного контрола, и он двигался за ним, ну, именно поворачивался, как мы хотим, именно имел зависимость. Тут есть еще, то есть сейчас мы к нему вернемся, тут есть еще несколько разных режимов, например, ну, не будем сильно подробно их разбирать, потому что я хочу вам сейчас дать именно точно работающий способ, а эти вы сами попробуйте разобраться. Например, Object Rotation Up, это из названия понятно, что мы можем взять какой-то объект, например, там здесь куб, а здесь с этой стороны цилиндр. Ну, вот с этой стороны у нас цилиндр, а с этой стороны куб. И теперь вот у нас, допустим, куб называется P-Cube2, а цилиндр называется P-цилиндр1, да? И теперь мы можем скопировать эти названия, вставить их сюда, там P-Cube2 и P-цилиндр1. И теперь, когда мы будем, например, перемещать куб, вот куда-то сюда, например, да, или сюда, наш риг, он будет за ним как бы, ну, поворачиваться. То есть, если, к примеру, куб двигается сюда, риг будет, вот этот задний его часть поворачиваться сюда. А если цилиндр двигается сюда, то риг будет поворачиваться в его направлении. Ну, то есть это можно настраивать с помощью вот этих вот параметров и так дальше, и так далее. То есть, по сути, это может кому-то в каком-то риге понадобится такой способ управления. Как я уже рассказывал, риггинг, ну, это как конструктор, а уже что вы хотите делать с помощью этого конструктора, это уже решать вам. Но давайте вернемся именно к Relative режиму. И уже, ну, кстати, вот тоже здесь вектор есть. Это уже когда вручную можно настраивать. Сюда можно вбивать нужные координаты. Давайте вернемся в режим Relative. Именно он нас больше всего интересует. И здесь выберем Twist Value Type, Start и End. Можно еще Ramp, но рампа мы не будем пока. Все, вот этот режим сейчас нам больше всего интересен. Смотрите, чем он отличается вот от этих двух. Ну, одна уже из них залочилась. У нас есть Start и End Twist. То есть Start это вот, значит, вот этот конец, а End это вот этот. И он тоже, видите, вот End тоже примерно так себя ведет, да, как и Twist.
Но старт ведет себя чуть по-другому. Сейчас этого не видно. То есть сейчас он неправильно себя ведет. У нас вращается только центр. Но если поставить магическую галочку root twist mode, то есть сказать, я говорю, что вот эта кость, это типа будет у нас root. Все. То теперь у нас начало скелета точно так же начинает себя вести. Что очень удобно нам в риге. И мы можем, допустим, в риггинге собаки, когда она поворачивает тазом или когда она поворачивает грудью, мы можем это хорошо так использовать. Все, давайте теперь я вам покажу, как это все можно использовать вместе. Значит, у нас уже есть созданные контролы. И для начала давайте сделаем так, чтобы наш вот этот главный контроллер мог перемещать весь риг целиком, без каких-либо проблем. Конечно же, вот эти контролы у нас будут дочерними, то есть это будет главный, да, а это дочерний. И для того, чтобы эти контролы как бы слушались нашего главного, я думаю, будет лучше не кинуть их вот сюда в иерархию, потому что так сейчас не факт, надо проверять, не факт, что будет корректно работать. Я скорее предпочту их каждый добавить в группу, то есть этот и этот, и сделать на них управление констрейном. Ну, констрейном просто не создает жесткую связку, как с parent, а констрейном во всяком случае хотя бы можно управлять. То есть можно его включать, выключать, когда нам нужно, да. И поэтому он в каком-то смысле более гибок. Давайте пока будем использовать именно констрейны. То есть вот мы назначили констрейны, так как мы на группы их назначили, вот, то у нас, естественно, кривая остается разблокированной и может двигаться. И вот у нас уже за нашим главным контролем летают наши мелкие дочерние контролы. Но давайте же теперь сделаем так, чтобы наши мелкие контролы управляли нашим икасплайном. А для этого нам как раз понадобятся кластера. И кластера, естественно, будут у нас работать через кривую. Давайте назначим кластера. Напоминаю, как кластера назначаются. Переходим в режим CV и выделяем первых два начальных CV. Режим меню Deform, кластер. Вот назначился кластер. То есть вот кластер, он служит для того, чтобы из обычных, то есть объектов, то есть Object Mode, можно было управлять компонентами. Компоненты это вот все, что касается CV, полигоны, ребра, вертекс, это все компоненты. А объекты это вот, например, объект, вот полигональный куб, это объект, там, кривая, это объект. А вот ее уже CV, это уже компонент. Поэтому кластер, он как раз служит для того, чтобы управлять компонентами. Вот этот кластер мы назначили. Давайте заново вернемся в кривую, назначим сюда кластер. Сюда кластер, опять вернемся в кривую, сюда. И да, в самом конце, как вы можете видеть, я назначаю сразу же на 2 кластера. Почему я это делаю? Ну, потому что у нас в конце будет вращение происходить вот по такому способу. Можно было это на самом деле сделать красивее, можно было бы, чтобы сильнее сгибался наш скелет. Можно было, например, захватить, чтобы этот кластер управлял еще вот этим CV, а вот этот кластер управлял этим CV. И тогда промежуточных вот этих вообще не было. То есть сделать здесь, например, все лишь один промежуточный какой-то контроллер. И этот контроллер, он будет только для того, чтобы просто поднимать позвоночник вверх-вниз. Но у нас сейчас, это вы сами попробуйте, у нас сейчас больше как бы урок для того, чтобы вообще показать, как это работает. И даже если тут не совсем хорошо крутится позвоночник, но мы можем как минимум его доработать вот с помощью этих контролов. Ладно, давайте сейчас я закончу и посмотрим плюсы и минусы. Все кластера назначены, теперь давайте на них назначим, ну, сделаем так, чтобы ими можно было управлять с помощью этих контролов. Опять же, это все передается через констрейны. То есть, ну, это более лучший способ. Потому что parent, он может не всегда корректно отрабатывать в данном случае, и именно касаемо кластеров. Parent.
Ну, тут можно на самом деле и point, потому что кластер он-то не вращается. Кластер это тоже как бы по сути точка. Такой, это деформатор, точка в пространстве. Тоже parent. Parent, я просто parent уже по привычке назначаю, я точно знаю, что с ним будет все работать. Вот, теперь, если мы все это подвигаем, то все, в принципе, двигается с помощью контролов. И даже крайние у нас немножко вот делают такой небольшой поворотики. Можно было, конечно, как я уже сказал, усилить. А вот вокруг своей оси, сколько ни крути, кластер это точка. Сколько ни крути, ничего не происходит. Ну и теперь, значит, давайте посмотрим. Сейчас у нас происходят, да, движения какие-то. То есть вот поворачивается наша и геометрия, и скелет. Но для большей уверенности я рекомендую скелет вкинуть в иерархию главного контрола. То есть тогда мы точно можем быть уверены, что никаких не будет искажений, и главный контроллер будет справляться со своей задачей правильно. Вот. Просто всего прям в голове, понимаете, вы не удержите прям всю конструкцию идеально в голове. То есть иногда в процессе работы, которая может над ригом занимать довольно продолжительное время, вы можете столкнуться с какими-то моментами, когда не будет так работать, как вот вы себе представляете. И приходится иногда проверять. Например, не работает с помощью констрейнов, да, пробуйте парентом. Не работает и парентом, пробуйте как-то другим способом. Но нужно постоянно думать, почему не работает, и пробовать разные варианты. Вот в данном случае я уже по опыту знаю, что лучше этот скелет вкинуть в иерархию, тогда он точно будет себя вести как положено. Может, он будет работать и если его вытащить из иерархии. Но я не хочу тратить время на данном этапе на поиск несуществующих проблем. Поэтому давайте следовать именно такому маршруту. Значит, у нас уже есть перемещение, но оставляет желать лучшего вращения. В основном именно вот такого рода. То есть мы можем, конечно, сделать вот так, так. Но вокруг своей оси ничего не работает. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, у нас, как я уже показывал, в VK-хендле существует режим Start и End Twist. Но как нам это все дело соединить? Ну, как сделать, чтобы оно все это как бы вместе начало работать? Для этого нам поможет Connection Editor. То есть Connection Editor, он находится в Edit, Connection Editor. Очень простая вещь. То есть здесь слева одна нода, справа другая нода. И у ноды есть атрибуты. И мы просто задаем жестко, какой атрибут будет влиять на какой атрибут другой ноды. Просто если мы, например, в одной из ноде поменяем какой-то там атрибут, то он автоматически поменяется и в другой ноде. Ну, просто как, по сути, соединили два проводка, ну, там, два устройства проводками. Значит, давайте начнем сначала. Первая нода у нас будет NURBS Circle 1. Вот, и вот ее атрибуты. Соответственно, нам нужен атрибут Rotate Z. Вот у нас он, по нему идет изменение, когда мы крутим Rotate Z. Давайте найдем его. Как правило, он где-то внизу. Еще запомните, если вы создаете свои атрибуты, вот здесь, например, этот атрибут, то они, как правило, будут в самом низу, ваши именно атрибуты. Нужный нам атрибут Rotate, вот здесь он. Вот у нас есть Rotate Z. А тот объект, которым мы будем управлять, это IK-handle, мы его здесь прогрузим. И давайте найдем нужный нам атрибут, который, как я уже сказал, называется вот Start and Twist. Да? Ну, здесь он чуть-чуть может по-другому отличаться по названию. То есть, бывает иногда нужно пройтись, посмотреть. Вот он, в данном случае DTwist Start и DTwist End. И все. То есть мы Rotate Z соединяем со стартом. И вот можем видеть, что так как здесь вот курсивом нарисовано, так и здесь у нас прошло соединение. Теперь, если мы будем крутить нашу кривую, начинает вращаться начальная часть рига. Но, как мы можем видеть,
вращается у нас не в ту сторону, куда надо. То есть я кручу вот по часовой, а видите, он вращается против часовой. Почему так происходит? Потому что вот я, например, сейчас вращаю по часовой, видите, у меня идет отрицательное значение, минус 38. Но сюда, в EK-handle, у нас тоже передается значение минус 38. А для него это наоборот, это вращение в другую сторону, это вращение против часовой стрелки. Соответственно, происходит вот такая вот, ну, неправильная, по сути, передача. Ну, не то, что неправильная, просто для вас визуально неправильная. Нам это нужно будет сейчас решить. Давайте вначале мы еще также сделаем connection здесь, чтобы уже решать эту проблему сразу одновременно. Обновим левую сторону, тоже вскроем rotate Z и соединим его уже с end. То есть все, у нас теперь соединено и start, и end. И теперь, если мы это будем крутить, то, соответственно, давайте закроем, то, соответственно, у нас здесь будет тоже вращаться, ну и тоже не в ту сторону. Значит, как справляться с этой проблемой? Ну, это не проблема, а это просто как рабочим моментом. Для этого существует Node Editor. Он находится прямо в главном меню Windows. Вот Node Editor. Давайте откроем его. И здесь мы можем между собой соединять нужные нам ноды и смотреть, как они между собой взаимодействуют. Давайте вначале отобразим здесь наш EK-handle. Ну, заставим его появиться тут. Здесь есть такая вот кнопочка, типа отобразить входящие и исходящие коннекшены. То есть внизу вот здесь подсказочка, смотрите, input and output connections. Можно отобразить только входящие коннекшены или только исходящие. Ну, отобразим все. Вот, то есть вот наша IK handle нода. И мы отобразили все входящие и исходящие. Ну, исходящих у нас нету. То есть IK handle нода, она самодостаточная. То есть она дальше никем не управляет, скажем так. То есть ею все управляют, и у нее все там куча параметров. Вот, и давайте найдем сейчас наш, вот во всей этой куче найдем наш вот этот первый контроллер, который мы подключили. И тоже выделим, нажмем здесь F. И вот мы можем видеть, ну, давайте раскроем его параметры, и здесь тоже. Все, мы можем видеть, как у нас произошли соединения всей этой конструкции. Значит, вот у нас 3 ноды. И давайте раскроем D, twist, start, end, вот плюсик. Можем видеть, вот поступает по проводам, можно сказать, наш ток в D, twist, start. И можно сразу по аналогии понять, что вот эта черная как бы линия, это наш end. Давайте тоже его сюда переместим. Вот он наш, кстати, NARP Circle. Вот он даже сразу выделился. Тут все выделяется. Если здесь выделяешь, там тоже выделяется. То есть вот я могу менять, выделяется. Вот. И теперь для того, чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно реверсировать данные. Ну, то есть сделать так, чтобы здесь был вместо плюса минус, а здесь, да, допустим, там минус, вместо минуса плюс. То есть изменить значение. Для этого существуют ноды. Давайте отобразим вот это меню, где можно создавать ноды. Здесь есть раздел Utilities, и в нем можно создавать ноды. На данный момент нам нужна нода Multiply Divide. Вот она. Как раз с помощью этой ноды Multiply Divide мы можем менять наши значения. Давайте я выделю эту ноду, вот я ее выделил, и открою Attribute Editor. Вот смотрите, у нас здесь можно с помощью Multiply, ну тут еще Divide и Power, можно с помощью Multiply менять значение положительное на отрицательное и назад. То есть мы можем просто умножать на единицу, ну тогда ничего, конечно, не поменяется. Но если мы умножим на минус 1, то значение поменяется с положительного на отрицательный и наоборот, ну из курса математики. Значит, для того, чтобы нода заработала, нам нужно ее вставить между, ну как бы в разрез вот этих проводов. Достаточно одной ноды, у нее 3 входящих коннекшена, то есть у ноды есть вот input x, input 1, y и z. То есть, ну вот они, раз, 2 и 3. Поэтому можно использовать аж до 3 нод в одной, ну, до 3 коннекшенов в одной. Давайте начнем. Давайте вот с этой начнем. Здесь отобразим, включим у нас rotate. Вот у нас с rotate z идет выход. И вот здесь тоже идет с rotate z выход. То есть это у нас нода, отвечающая за начало вот здесь. А это нода, отвечающая за конец. Ну все, давай начнем сначала. Берем
вот где вот эта точечка, зажимаем и тянем сюда, отпускаем. Но он, к сожалению, прыгает, когда производишь вот такие коннекшены, поэтому немножко сбивает с толку. Но я могу вам показать, что создался connection, и в разрезе коннекшена создалась нода Unit Conversion. Почему она создается? Ну, она создается автоматически, когда видит, что у нас данные разнятся. То есть, например, здесь могут быть расстояния, а здесь угол поворота, да? То есть, соответственно, мы не можем сюда передать значение как расстояние, ну или еще какие-либо значения, которые между собой ну, не коррелируют. Мы можем просто их с помощью inconversion конвертировать, ну, в данном случае автоматически. И другая нода их сама автоматически принимает, как нам надо. Вот. И если выделить multiply divide, тоже видно, что здесь зашел connection. Все. И теперь, насколько мы можем помнить, это хоть и нода и прыгнула вниз, но она изначально вот здесь вверху стояла. Просто это она как бы при подключении прыгнула вниз. Но ее connection все равно входит в верхний. Вот это старый наш connection еще остался. Видите, старый провод. Давайте теперь, то есть вот у нас входит в input x. Давайте теперь из output x добавим вот сюда. И теперь можем видеть, что старый connection у нас оборвался. Вот здесь ничего больше нет. Можно даже эту ноду удалить, она нам больше не нужна. Теперь в multiply divide мы можем вносить какие-либо изменения. То есть мы сейчас создали ручную как бы, конструкцию. И давайте вот здесь, то есть это значит значение, какое пришло. Здесь может быть любое. Вот мы когда поворачиваем какую-то, да, делаем поворот, сюда приходит значение, вот минус 55 градусов. Но если мы сейчас умножим этот минус 55 на минус 1, то он поменяет свое значение на плюс. И теперь, если здесь крутить и делать минус 55, то там будет плюс 55, и он будет вращаться в нужном нам направлении. То есть вот сейчас минус 47, а там плюс 47. Просто благодаря тому, что мы умножили на минус 1. Давайте то же самое сделаем с верхней вот этой нодой. Тоже возьмем отсюда connection и накинем его на y, на второй вход. Все опять прыгнуло. Ну, сразу понимаем, что все назначилось. И возьмем теперь с y, назначим на twist end. Все, а это старое дело, вот оно пустует, удалим. Теперь у нас зашел вот второй connection. И тоже давайте его умножим на минус 1. И давайте посмотрим, что произошло. То есть, что у нас получилось. Значит, здесь у нас передача данных идет вот через unit conversion и multiply divide в twist start end. То есть, здесь все понятно, нам это уже не надо. А вот здесь теперь, если вращать, то все вращается в нужных направлениях. И вот я отмотаю чуть назад. И если здесь, например, вбить там минус 2, то, конечно же, здесь будет в 2 раза быстрее вращаться. То есть я вот вращаю легко, чуть-чуть, да, а объект вращается в 2 раза быстрее. То есть можно с помощью этого параметра управлять. И я даже больше скажу. Maya позволяет сюда назначить ключ, назначить анимационную кривую, анимировать этот параметр как хочешь. Можно ускорять его, замедлять. В нужный момент она будет сильнее или медленнее работать. То есть Maya, она в этом случае очень гибкая. Ну и вот теперь у нас получилось. У нас тут идут вот такие вращения, соответственно, такие вращения. Здесь то же самое. Мы уже можем делать как бы собачий скелет. Прогибание позвоночника, потом наоборот, вверх позвоночник, в бок. Вот так работает вся эта система. И, соответственно, главный наш основной контроллер, который позволяет вращать собаку как мы хотим. Значит, какие рекомендации могут быть с моей еще стороны? Когда вы делаете такой риг, старайтесь на саму кривую, вот эту, кластер создавать, каждый кластер на одну точку. То есть 2 или 3 точки вы можете там или больше использовать в самом начале. Но на промежуточные создавайте только кластер только на одну CV. Почему? Потому что если вы создадите кластер не на одну CV, а, например, на 2, вот будет один кластер посередине на 2 CV. При повороте вот этой всей конструкции на 180 градусов вот сюда, у вас будет происходить вот такая ситуация. У вас будет, так как я уже сказал, кривые, ну, CV, они не могут поворачиваться, у вас будет происходить вот такая ситуация. То есть кластер будет типа как бы стоять на месте, а кривая проворачиваться. Ну, то есть это искажения будут такие происходить. Поэтому, когда вы создаете кластер всего лишь на одну точку, точка, как я уже сказал, не вращается, поэтому искажений не происходит. Вот. То есть это
те проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Вот. Но, конечно же, следующим этапом нужно будет уже не так создавать скелет, ну, конструкцию, а уже когда понять, как это все дело работает, попытаться на настоящей собаке это все организовать. Еще интересным моментом есть галочка Relative в кластер-ноде. Нужна, когда мы кластер добавляем в иерархию какого-то объекта, то есть сейчас кластер у нас под констрейном, но если мы его добавляем в иерархию, бывает такая ситуация, что мы вот главный родительский объект двигаем, кластер вроде двигается, а вот то, что управляет кластером, там кривая, да, она уже стоит на месте. Поэтому есть вот эта галочка Relative. Она когда, вот я точно не помню, когда снята, по-моему, или наоборот, когда включена, тогда под объекты в кластере работают или нет. Ну, этим нужно играться, нужно пробовать. Вот, значит, вашим домашним заданием будет создать подобный риг. Вот. А в дальнейшем мы рассмотрим, как с помощью этого рига сделан настоящий скелет, именно рабочий, у собаки. Именно с помощью этой конструкции. Все.